Во-первых, в этом фильме есть огромный замах. То есть человек решил, что он не будет мельтешить с помощью вот этих всех киноинструментов, которые мы все уже прекрасно знаем, типа монтаж, типа движущаяся камера, смена планов и так далее. Это такой, в общем-то, длинный, говорящий финский Инстаграм про китайскую жизнь. И в этом есть такая, такая зрелость и серьезность. Мне это поразило, потому что герой и автор, вполне юный пацан. Спокойная зрелость позволяет проговариваться миру через эти кадры, постепенно входить как не как информация, а как проживание, что ли. Там просто один кадр меня поразил. Там он совершенно пустой. Там стоит 3 красных стула и угол какой-то комнаты, и несколько дверей, коридор, уходящий за границу кадра. И мы какое-то время смотрим на этот кадр, в котором ничего не происходит. А потом из него выходит вот после больницы отец. Проходит практически всю длину кадра спиной, к нам и выходит за кадр. Это уже совсем квинтэссенция абсолютно абстрактного искусства, несмотря на то, что это абсолютно конкретно документальное кино. Когда предъявлен даже не столько человеческий материал, не столько герой, а предъявлен метод созидания автором своей картины мира. И это вот крутая штука. То есть этот чувак, который его снял, он, хотя фильм заявлен как абсолютно личная история семьи, вот, тем не менее, этот человек на пространстве жизни своей семьи создает первым делом сначала свой киноязык, а потом позволяет через этот киноязык войти в тебя всей этой вот правде крестьянской жизни, которая стоит за этой историей. Один из центральных моментов, когда мама говорит сыну: «Зачем я тебя рожала, если ты не хочешь жениться?» Потрясающая логика китайской крестьянки. Тебе сейчас больше 50 лет. Как ты думаешь, в чем смысл жизни? Я не знаю, в чем смысл жизни. Но я знаю, зачем люди заводят детей. Смысл в этом, конечно, глобальный. Это продолжение рода и, соответственно, придавание смысла всему предыдущему поколению, этой работы, этому рису, этому второму урожаю и так далее. Всей вот этой трудной, беспросветной на самой жизни. Ну, во-первых, каждый кадр бесконечно поэтичен, крупность кадров нарастает. Один из финальных кадров — кадр отца, и потом через туманное поле 5-минутный финал, значит, с матерью, которая решила продолжать род сама. Ну, как я так для себя понял эту историю. И это крутая штука, потому что она немножко такая даже российская, потому что она про женщину, которая как источник вот этой вот родовой силы переможет все, которая разрешит всю беременность рода и все его бесплодие. Это такая очень глубоко метафорическая штука. То, что вы делаете, это такая специальная, огромная, серьезная работа, очень важная для общества и человека, которая не имеет в социальном смысле никакого точного определения названия. Но в глобальном философском смысле имеет, потому что это, собственно, единственная, почти, кстати, религиозная вещь, которую может осуществлять действующий человек. Это получение онтологического статуса. Это та штука, которая делает ваш фестиваль. Вот. Для меня также очевидно, что вкус отборщиков и жюри, которое дает призы на нем, он настолько высокий, что это вот, результат этой селекционной работы, это прям результат искусства. Вот. И это глобально серьезного отношения к человеку. И вот в этом глобальном понимании вот такое мероприятие, как ваш фестиваль, и ваш фестиваль в том числе, как и вся документалистская работа, это на самом деле работа по, Бога ради, простите меня за пафос, но это работа по спасению человечества.